Новая марка AITA полностью рассекретила флагманский кроссовер M9. Он является совместной разработкой Huawei и Series Group. Поскольку модель разработана в сотрудничестве с Huawei, она выделяется технологиями. Это пиксельные фары, которые могут работать как проектор, 2-киловаттная аудиосистема с 25 динамиками и 7 дисплеев в салоне, включая проекцию с дополненной реальностью. При этом M9 быстрее, чем Maybach GLS и BMW X7. Но это далеко не все особенности флагманского внедорожника AITA M9. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о новом роскошном внедорожнике от Huawei. AITA M9 был создан под полным контролем компании Huawei, включая дизайнерскую, технологическую и электронную составляющую. Название марки AITA расшифровывается как Adding Intelligence to Auto, что переводится как «привнося интеллект в машину». Но есть еще китайский вариант названия – Wenji. Китайский IT-гигант стремится стать крупным игроком в мировом автобизнесе, и AITA лишь один из нескольких его проектов в этой области. Флагманский кроссовер M9 из-за кузова характерной формы и габаритов в Китае называют конкурентом и убийцей Mercedes Maybach GLS и BMW X7. Габаритная длина AITA M9 5230 мм, ширина 1999 мм, высота 1800 мм, а размер колесной базы составляет 3110 мм. По длине он на 3 см превосходит Maybach GLS. Объем багажного отделения варьируется от 206 до 716 литров. В стандартное оснащение входит полностью независимая регулируемая по высоте адаптивная пневмоподвеска. Передняя на двойных поперечных рычагах, задняя многорычажная. Водитель может не только регулировать клиренс, но и выбирать жесткость работы системы демпфирования. Штатные колеса на 20 либо 22-дюймовых дисках. Стандартный дорожный просвет 175 мм по переднему подрамнику, при этом расстояние до батареи составляет 186 мм. Благодаря пневмоподвеске можно увеличить клиренс на 80 мм. Лидар с массивом из 192 лазеров получает данные, которые контролируют работу электронно управляемых амортизаторов, исходя из дорожных условий. Совместно с другими сенсорами, их 27, он также отвечает за работу системы автономного вождения Huawei ADS 2.0. AITA M9 практически не подвержен коррозии, потому что кузов на 80% состоит из алюминия. В подвеске тоже почти повсеместно применяется алюминий. При этом жесткость силовой конструкции достаточно проработана. Тут применяются современные технологии крупноформатного литья. Также нашлось место для легированной стали, которая по прочности аналогична той, что используется на атомных подлодках. Она применяется в усилителях дверей, центральной и передних стойках, чтобы кузов практически невозможно было деформировать. Батарея тоже усилена. Каждая ячейка обернута в пятислойную защитную оболочку, плюс есть предохранитель, который при аварии полностью отключает высоковольтную систему. Кроссовер оснащен 9 подушками безопасности, а также механическими ручками дверей на случай отказа электронных замков. На видео презентации кроссовера было показано, как M9 выдерживает удар 8-тонного грузовика, который буквально впечатывает кроссовер впереди стоящий грузовик. M9 имеет мягкие обтекаемые формы, утопленные дверные ручки, обилие хрома и двухцветную окраску кузова. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,28 у гибридной версии и 0,26 у электрического варианта. Фары получили необычайно крупную и округлую форму. Они могут динамически менять форму светового пучка, затенять объекты на расстоянии до 100 метров, подсвечивать полосу движения, повороты, обочину и даже выступать проектором с возможностью показа фото или видео с размером картинки до 2,5 метров в ширину. Можно устраивать показы на пикнике и сэкономить на кинотеатре. А можно экономить, оформив кредитную карту Тинькофф Platinum с лимитом до 1 миллиона рублей и 15% кэшбэком на покупку билетов в кино и театр. Еще кэшбэк до 30% у партнеров банка позволит сэкономить на покупке товаров для вашего пикника. Оформляйте кредитную карту Тинькофф Platinum по ссылке в описании и сделайте свой отдых более выгодным и комфортным. Задние фонари тоже имеют отдельные пиксели, которые могут выводить различную информацию, а также показывать послания другим водителям. Шестиместный салон обладает обшитыми кожей напораздельными креслами, вставками из деревянного шпона, контурной подсветкой на 16 миллионов оттенков, панорамной крышей и имеет 41 отсек для мелочевки.
Первые два ряда сидений оснащены электрорегулировками в 14 направлениях, подогревом, вентиляцией и массажем. На передней панели находятся 3 экрана. Приборный 12,3-дюймовый, центральный мультимедийный на 15,6 дюйма и развлекательный для переднего пассажира 16 дюймов. Приборный экран дополнен 75-дюймовой проекцией с дополненной реальностью на лобовом стекле. Еще 4 10-дюймовых планшета установлены на спинках первого и второго ряда сидений. Также с потолка опускается 32-дюймовое проекционное панно. Сам проектор расположен под потолком в задней части салона. За звук отвечает аудиосистема мощностью 2080 Вт, которая имеет 25 динамиков и систему шумоподавления. Электроника кроссовера может в реальном времени изменять звуковое поле и, например, изолировать водителя от телефонного разговора на втором ряду. Голосовой ассистент распознает до 6 голосов и способен самообучаться. Заведует всем фирменная операционная система от Huawei Harmony OS 4. Кстати, на машине появился режим полета. При его активации блокируется любая передача данных, отключается Wi-Fi, Bluetooth и противоугонная система. Для AITA M9 заявлено 2 силовые установки – плагин-гибридная и полностью электрическая. Гибридная силовая установка имеет 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 лошадиные силы. Он работает в режиме генератор, а колеса вращают электромоторы. На передней оси электромотор выдает 224 лошадиные силы, на задней 272 лошадиные силы. Совокупная отдача гибридной установки 496 лошадиных сил и 675 ньютон-метров крутящего момента. Этого хватает, чтобы разогнать кроссовер массой 2,5 тонны до сотни за 4,9 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Емкость тяговой батареи 42 либо 52 кВт-часа. Запас хода на одной зарядке без подключения двигателя внутреннего сгорания составляет 225 и 275 км по циклу CLTC. В гибридном режиме с полностью заправленным баком на 65 литров пробег составит 1362 и 1402 км. Электрический AITA M9 имеет другие моторы. 217 лошадиных сил на передней оси и 313 лошадиных сил на задней. В сумме 530 лошадиных сил и 673 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до сотни занимает 4,3 секунды. Полного заряда тяговой батареи емкостью 97,7 кВт-часа должно хватить на 630 км по циклу CLTC. Максимальная скорость те же 200 км в час. Стоимость базовой версии AITA M9 стартует с 470 тысяч юаней, то есть $66 тысяч. А самая дорогая версия AITA M9 EV Ultra обойдется в $79 800. Друзья, как вам новый флагман от Huawei? И как вы считаете, сможет ли он составить конкуренцию немецким кроссоверам? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы интересуетесь автомобилями, то заглядывайте в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.